Привет, друзья! В этом году у меня большой урожай вишни, и в этом видео я расскажу и покажу, как я готовлю компот из вишни. Готовится он проще простого, а получается очень вкусно. Вишню хорошо помыть под проточной водой, чтобы смыть лишний мусор, листики, букашек и так далее. После чего раскладываем вишню в подготовленные баночки. Баночки я предварительно хорошо помыла и пропарила, крышки прокипятила пару минут. Заполняем баночки на 1/3. Так как у меня вишни в этом году много, я заполняю баночки почти наполовину. Вишня – это плодовое цветущее дерево, относящееся к роду слив. Первые упоминания о вишне встречались уже 2000 лет назад. Культивировать вишню начали на территориях, где сейчас расположены Китай и Кавказ. Особенно много в этих ягодах витамина А и С. 100 грамм вишни обеспечит около 20% суточной потребности в витамине А и 17% в витамине С. Большое количество флавоноидов обеспечивает лучшую усвояемость витамина С, а значит и пользу для нашего иммунитета, кожи, волос и суставов. Но следует учитывать, что из-за обилия кислот в своем составе вишня раздражает слизистую желудка и может вызвать изжогу, поэтому ее не следует есть натощак, а лучше после приема пищи. Итак, заполнили все баночки. Затем заливаем вишню крутым кипятком, накрываем крышками и оставляем на 20-30 минут настояться. Прошло 20 минут, сливаем воду из банок в кастрюлю и доводим ее до кипения. Пока закипает вода, в банки всыпаем сахар. Я пробовала разное количество сахара. Раньше я всыпала в каждую банку 2 стакана сахара, что равно 400 граммам. Но на мой взгляд компот получался сильно сладким и приходилось зимой разбавлять его водой. Потом я нашла для себя идеальное количество сахара. Я добавляю 1,5 стакана и на мой вкус получается идеально. Итак, сахар всыпаем в каждую баночку, не в закипающую воду в кастрюле, а именно в баночки. Так, на мой взгляд, проще, без всякой возни. На самом деле, с точки зрения ботаники, вишня относится к косточковому фрукту, но традиционно ее называют ягодой. В Россию вишня попала из Византии в VI веке, и уже к VII веку Долгорукий заложил первые вишневые сады. Сахар всыпали в каждую баночку. Теперь заливаем крутым кипятком и сразу закрываем крышки. После чего баночку аккуратно немного потрясем, чтобы весь сахар хорошо растворился. В разных странах существуют музеи и памятники, посвященные вишне. В России известен музей в деревне Большие Бакалды. Его открыли, потому что именно здесь раньше выращивали и перерабатывали огромный объем вишни. В английском языке вишню и черешню называют одним словом – черри. Чтобы разобраться, о чем идет речь, им приходится делать приставку, описывая вкус плодов – кислый у вишни или сладкий у черешни. Закатанные баночки переворачиваем вверх дном, укутываем теплым одеялом и оставляем до полного остывания. После того, как баночки с компотом остыли, убираем их на хранение в подвал или в другое прохладное место. Компот из вишни по этому рецепту прекрасно хранится до следующего сезона, а готовится очень просто, без всяких хлопот и возни. Приготовьте и вы компот из вишни по этому рецепту, порадуйте себя и своих близких долгими зимними вечерами. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья!